Новый скандал между Украиной и США, тайная эвакуация члена семьи главного разведчика Украины Буданова, а также последствия урагана в Казахстане. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Недопонимание далеко за пределами овального кабинета. Зеленский проехался по представителям Белого дома. Что стало причиной? Каким будет ответ Вашингтона? Макрон – переговорщик. Мировая пресса массово пишет о возможном контакте Путина с президентом Франции. О чем и когда собираются говорить? Спецоперация СБУ в глубоком тылу россиян, двуличная стратегия Москвы и план Кремля, повышение цен в Беларуси, а также как в Казахстане день стал ночью. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Минус предприятия. Дроны украинской службы безопасности атаковали еще один завод России, на этот раз находящийся в Самарской области. Речь о Промсинтезе, который с 1997 года является местом по производству взрывчатых веществ. Издание «Украинская правда» сообщает, что проблемы настолько глобальны, что руководство завода остановило технологические процессы. О деталях спецоперации авторам материала рассказали источники в украинских спецслужбах. Уточняется, что этот завод является одним из ведущих в СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ – аммонала, аммонита, гранулита. По данным источника, на предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Завод находится в Чапаевске Самарской области, а это более 1000 километров от Украины. Напомню, что буквально в прошлом месяце в Киеве заявили о создании БПЛА, который успешно прошел испытания и теперь способен поражать любые объекты на расстоянии даже 3000 километров. Тайное лечение в США. Супруга главы украинской разведки Кирилла Буданова, Марианна, была эвакуирована в США для прохождения реабилитации от отравления. Об этом со ссылкой на свои источники пишет американская журналистка Кэти Ливингстон. В чем суть? Марианна Буданова еще в 2023 году стала жертвой покушения. Ее пытались убить. Тогда максимальная помощь была оказана в Украине, и супруга главы разведки пошла на поправку. Однако через 1,5 года ее состояние ухудшилось, и в 2024 году после предполагаемого отравления, в котором подозревают Россию, она была вывезена в Америку. Ливингстон напоминает, что тогда целью атаки стали также высокопоставленные украинские чиновники, что стало одной из крупнейших попыток политического устранения за время войны. Ее рецидив и сообщения о помощи со стороны американских спецслужб, организовавших лечение, свидетельствуют о долгосрочных последствиях химической атаки и о продолжающейся негласной поддержке Вашингтоном Украины в борьбе против российской агрессии. Несколько других сотрудников ГУР также пострадали от отравления, однако, по словам официальных лиц, Марианна перенесла его тяжелее из-за меньшего веса. В разведке, напомню, подтверждали факт отравления. В Украине сообщали, что вещества, обнаруженные в организме Буданова и других сотрудников ГУР, по информации разведки, никак не использовались в быту и военном деле. Аналитики же тем временем сообщали, что Марианну могли отравить мышьяком или ртутью. Отмечу, что сам глава украинской разведки в России признан террористом и экстремистом. И за время полномасштабной войны в РФ неоднократно хоронили Буданова, уверяя, что он погиб в результате очень точных и спланированных операций спецслужб Москвы. Однако каждый раз подобная информация оказывалась фейком. Новый скандал между Украиной и США. Зеленский раскритиковал Вашингтон за бесхребетную позицию Америки после российского удара по Кривому Рогу, где жертвами в основном стали дети. Как ранее рассказывала команда «Нехта», на события отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк, и в своем сообщении в сети X она не упомянула, что баллистическая атака была совершена Россией, лишь заявила, что война должна закончиться. В Киеве возмутились такими слабыми формулировками и отсутствием слов осуждения. К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства США. Такая сильная страна, такой сильный народ и такая слабая реакция. Даже слово «российское» боятся произнести, говоря о ракете, которая убила детей. Да, война должна закончиться, но чтобы ее закончить, нужно не бояться называть вещи своими именами. В Киеве заявили, что необходимо продолжить оказывать давление на Москву, для которой приоритетом стало убийство детей, а не прекращение огня. При этом Зеленский отметил, что США знают о потребностях Украины, в частности, о дополнительных системах ПВО.
Европа отправит Макрона на переговоры с Путиным. Информацию, озвученную президентом Финляндии Стубом, о том, что переговорщиком с Кремлем может стать либо британский премьер Стармер, либо французский президент, подтверждает издание The Telegraph. Издание пишет, что именно Макрон, вероятно, будет главным представителем Европы для переговоров с Путиным касательно мира в Украине. Но произойдет это, когда придет подходящее время. Он позиционирует себя как посредник в отношениях с Кремлем с начала полномасштабного вторжения России и готов взять на себя эту роль, когда придет время, хотя прекратил прямые контакты с Путиным после того, как стало очевидно, что он не намерен останавливать эту войну. У Макрона уникальный опыт прямых и продолжительных контактов с Путиным, а Франция традиционно занимает более сбалансированную позицию в отношениях с Россией. Это делает французского президента наиболее логичным кандидатом от Европы для переговоров, поскольку его общение с Кремлем воспринимается предсказуемо и приемлемо с обеих сторон. Об этом в интервью «Нехта» заявил политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Челенко. И поэтому, когда мы сейчас слышим предложение о прямом контакте хоть одного европейского лидера из коалиции желающих, то, понятное дело, Макрон здесь подходит как никогда кстати. Ну и плюс, опять-таки, если в сравнении с той же Великобританией, которая занимает традиционно жесткую позицию касательно кремлевского режима, то Франция... Она всегда пыталась балансировать с точки зрения безопасности. Например, она идеологически поддерживает создание единой и неделимой системы безопасности в Евразии целиком. То есть, в принципе, это то, что может подкупить того же Путина. А в Киеве тем временем дали понять, работа с коалицией стран, желающих разместить своих военных после заключения мира на территории Украины, продолжается. У Зеленского отчитались о продуктивной работе и встрече с адмиралом Британии, генералом из Франции. Украинский президент говорит, что уже есть первые детали того, как может быть размещен контингент безопасности. Путин использует двуличную стратегию. Подход Кремля прост, и это уже понимают в Вашингтоне. Россия пытается нормализовать отношения с США, одновременно затягивая мирные переговоры и продолжая атаковать Украину. Об этом сообщает крупнейший телеканал США NBC News. В материале говорится, что Путин думает, что время на его стороне, и затягивая процесс, он поставит себя в еще более выгодное положение для переговоров. Трамп при этом уже осознал, что 24 часа на завершение такой войны – это нереальный сценарий, и этого времени просто недостаточно. Его команда пыталась добиться прекращения огня, но пока даже частичное или временное перемирие было заблокировано Россией. Путин и его представители заявили, что согласятся на перемирие только в случае, если Украина примет крайне жесткие условия, равносильные капитуляции и подчинению. NBC News пишет о растущем недовольстве Белого дома, и напряжение настолько ощутимо, что его почувствовали в Кремле. Именно поэтому на днях отправили в Вашингтон переговорщика Дмитриева. Авторы материала приходят к выводу, что сейчас очень мало признаков того, что Россия снижает обороты и готова заканчивать войну. Какой же будет тактика Трампа, если Путин и дальше будет играть по своим правилам? Америка вряд ли станет рисковать резким изменением политики. В этом уверен политолог Игорь Челенко. Он напоминает, что сейчас Путин нужен Вашингтону для переговоров с Ираном. Однако в нужный момент Трамп может воспользоваться своими козырями. В частности, начать активно помогать Украине вооружением и предоставить ракеты для ЗРК «Патриот». Ну и второй момент, конечно же, может активнее продвигаться по линии Конгресса Соединенных Штатов. Недавние инициативы, например, сенаторы Линдси Грэм и другие представители двух партий, мы помним, не только тема о непосредственно санкциях касательно Российской Федерации. Мы помним заявление непосредственно главе Госдепа Рубио с требованием конфискации российских активов. И также мы помним законопроект Джо Вилсона о ленд-лизе. Даже не принимая конкретики по конкретных размерах финансирования, принятие закона о ленд-лизе может послужить серьезным сигналом Москве о необходимости все-таки форсированного продвижения по теме как раз завершения войны, а не пролонгации активных военных действий против независимой Украины.
А как вы думаете, что будет, если терпение Трампа лопнет? Ожидаете ли вы какого-то дерзкого ответа или просто выразит обеспокоенность и на этом все закончится? Как покажет себя Америка? Поделитесь своим мнением в комментариях. Тактика незаметного повышения цен. Лукашенко пользуется экономической манипуляцией, чтобы опустошить карманы белорусов. Уже в апреле этого года гражданам республики придется больше платить за проезд в общественном транспорте. В столице разовая поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае теперь будет стоить 95 копеек. Жетон на метро – 1 рубль. В целом же за 15 лет стоимость проезда в Минске выросла с 6 до 95 копеек. Итого более чем в 15 раз, подсчитали в Демсилах Беларуси. Аналогичную стратегию Лукашенко использует и с бензином. Регулярные незаметные повышения на копейку-другую со временем превращаются в ощутимый рост. Эксперты называют это тактикой постепенного удорожания, чтобы не вызвать резкого недовольства населения. Уже сейчас можно говорить, ситуация будет, к сожалению, но это факт, ухудшаться. И эти цифры не могут быть объяснены только инфляцией или внешним экономическими факторами. Они являются результатом неверных решений, ну так дипломатично говорю, да, в экономической политике со стороны режима Лукашенко. Именно его политика, неспособность обеспечить экономический рост и отсутствие реальных реформ привели к тому, что белорусам приходится сталкиваться с такими ростами цен. День превратился в ночь. В Казахстане ликвидируют последствия мощнейшего урагана и пыльной бури, которые накрыли Алматы. В городе сорваны крыши домов, повалены деревья, фасады некоторых высотных жилых зданий изрядно потрепаны. Ураганный ветер снес даже кровлю церкви. Обрушился на город и сильнейший ливень. 6 апреля легче не станет. Казахстан может накрыть еще и снегом. В экстренных службах, кстати, отчитали, что накануне вывели на улицы более 500 единиц техники и почти 1000 коммунальщиков, чтобы побороть последствия стихии. В соцсетях миллионы просмотров собирают ролики о том, как из-за пыльной бури в полдень стало темно, как в полночь. Впервые такое вижу. 12 часов дня в Астане, в Алмате. Мы находимся в Алмарасанском ущелье. Посмотрите, что с погодой. Темень. Было только что. Смотрите. Сейчас начнется ливень. Смотрите. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.